Вообще, за пару месяцев до снятия НДА начали выходить видосы по типу Deadlock это мусор, это игра мертвая на релизе и так далее. Мне было очень жаль на это смотреть, потому как на тот момент еще было запрещено делиться информацией, и тех, кто включал стримы или делали видео, Valve перманентно банили, за что им респект на самом деле. И поэтому видео делали только те, кому в целом все равно на бан, они просто хотели излить свой негатив на игру. При этом противоположных мнений в медиапространстве не было, потому что те, кому игра нравилась, они видео не делали. Потому что, очевидно, хотели продолжать играть в игру и не хотели получать бан. И я в их числе. Поэтому в какой-то момент начало создаваться впечатление, что игра еще даже не анонсирована, а уже утопает в негативе. Потому как и на всех форумах, и под всеми видео я постоянно видел комментарии о том, что игра будет никому не нужна, уже мертвая и так далее. Причем причины для такого хейта довольно смешные, потому что, я могу понять, что, окей, игра не понравилась, и это нормально. Это не 100-долларовая купюра, чтобы нравиться всем. Но ведь в основном те, кому прямо не терпится вылить свой хейт, это те, кому просто хочется как-то вылить помой на Valve по той или иной причине. То есть, например, по причине того, что компания забила на TF2 и не делает на него обновления уже неизвестно сколько лет. И то они все же взяли хоть чуть-чуть себя в руки и удалили ботов из казуала. Так что в игру действительно можно играть. Или потому что Valve целый год делала новых героев в доте и выпускала остальной контент с задержкой. Поэтому многие дотеры тоже были недовольны. Хотя уж кому-кому, а дотерам Deadlock должен был понравиться. Но об этом дальше. Крайне также удивляют такие фразы, что зачем играть в Deadlock, если это просто Overwatch, в который зачем-то добавили линии и крипов. Такое сравнение может проводить только тот, кто играл в Overwatch вот когда-то вот тогда давно, и он помнит, что там, что-то герои, способности, ульты, там, стреляют, точки захватывают и так далее. Да, понятно, Overwatch задал моду на так называемые геройские шутеры. На эту тему есть очень хороший видос у Димы Бундукова, почему игра в свое время выстрелила. Но термин «геройский шутер» на Deadlock неприменим, потому что хоть тут и есть оружие и способности, которыми иногда надо целиться, это не шутер, это моба в чистом виде. И причем не просто моба, это дота. Только лучше. Почему это вообще не Overwatch? В Overwatch есть персонажи, обычные и ультимативные способности, разные карты и задания на них, и, в принципе, это все. Процентов, наверное, 80 времени в Overwatch вы стреляете, а кнопки персонажей по большей части каким-то образом дополняют то, как вы стреляете, не считая способностей хилов. Причем, если так посмотреть, то половина способностей в игре — это способности на передвижение. Всякие рывки, прыжки, телепорты, крюки и так далее. Можно ли считать это за полноценные способности? Я бы не стал. При этом в Overwatch при равных командах игровой процесс выглядит таким образом, что команды стоят и размениваются друг с другом способностью и уроном, чтобы заработать себе на ульт, после чего несколько человек его используют, оказывая сильное влияние на ход игры. И то есть, по сути, кто раньше и быстрее всех набьет ульт, тот окажет наибольший импакт в игру. Но после этого все равно ему придется снова набивать его. В Deadlock же, как и в Доте, игра идет от кулдаунов на сильные способности. То есть у вас сильная кнопка по типу Black Hole с большим временем отката, и вы хотите ее нажать. Вы куда-то стягиваетесь, проводите драку, если драка заканчивается хорошо, то после этого вы идете пушить или фармить дальше до следующего времени отката способности. И это приводит нас к тому, что в Overwatch полностью отсутствует такое понятие, как макроигра. То есть передвижение по карте, стратегические ходы и так далее. Потому что в Overwatch все максимально понятно. Вот тебе враги, вот твоя вагонетка или точка, иди стреляй и забирай. В то время как в Deadlock есть очень много факторов, от которых зависит победа. Вторая очевидная вещь, почему это не Overwatch, это то, что в игре есть предметы, которые можно покупать за души, выбиваемые из врагов, крипов на линии и нейтральных крипов. Да, как и в доте, здесь есть нейтральные крипы. И предметы в игре очень решают, позволяя делать разные вариативные билды на персонажей. Вот представьте себе Reaper из Overwatch. Да, у него есть пара способностей, но основная его функция — это стрелять из дробовиков.
И что бы он ни нажимал, какой бы скин ни имел, на какой карте бы ни находился, ничем, кроме стрельбы из дробовиков, ульты и милишных ударов, он вас больше не удивит. Потому что в игре нет какой-то функции наделить его выстрелы электричеством, уменьшением получаемого исцеления, он не накинет на вас замедление, дизарм или что-то еще. Но знаете, может быть, на самом деле я не прав, и если накинуть все эти надстройки на Overwatch, то он превратится в дедлок? Вдруг стрельба-то на самом деле одинаковая, потому что это же шутер, стрельба здесь самое важное. Давайте, если это еще было не очевидно, я покажу наглядно. Вот так выглядит выстрел в голову из револьвера в Overwatch. А вот так выглядит стрельба из двух разных револьверов в дедлоке. Понимаете разницу? Я видел, что часть людей жаловалась на слишком долгий time to kill. Но разве в доте на ранних стадиях игры он быстрее? Более того, говоря опять же про предметы. В Overwatch какая-нибудь трейсер всегда будет иметь примерно 200 хп. И сильно больше у нее будет только под какой-нибудь ультой Люсио. В дедлоке же у персонажей в лейте может быть по паре тысяч хп. Но, как и в доте, чем дальше в лейт, тем меньше становится time to kill. И все из-за предметов на урон. Поэтому, как и в доте, это вполне норма, что герой в лейте умирает за стан. Окей, мы разобрались, что это не Overwatch, а это Dota, потому как тут и способности похожие есть, и суть игры примерно та же. Но почему эта игра лучше Доты? В самой доте у меня много-много часов, и какие-то вещи, понятное дело, просто мне уже приелись. Мне сложно поэтому спустя много тысяч часов терпеть какие-то ошибки тиммейтов, свои ошибки и, в принципе, какую-то ересь в игре и так далее. Также мне в игру не хочется... Хочется пить, на самом деле, вот что мне хочется. Также мне в игру не хочется заходить во многом из-за комьюнити, которое с годами становится только еще более высокомерным. Встань, мид! Ты конченый! В доте в основном я играю на саппортах, потому что в игре тебе все время нужно что-то делать. Но лайн-стадия в доте, на мой взгляд, невероятно унылая, поскольку ты по 5 раз дерешься с чужим саппортом за вард на нейтралах, чтобы или заблочить его, или разблочить. Смотришь со слезами на глазах, как твоего тиммейта убивают, как только ты отошел сделать отвод или за руной. Или наблюдаешь с восхищением в течение примерно 10 минут, как твой кор не может добить 3 крипа из пачки. То есть, так или иначе, есть моменты скучного простоя. Особенно меня радует случай, когда вы запушили все вышки, но по какой-то причине не можете зайти на чужую базу. Поэтому вы просто стоите и ждете 3 минуты, пока появится новый Рошан. В то же время в дедлоке вы постоянно что-то делаете. На лайн-стадии в течение первых 10 минут оба тиммейта получают все добитые души. Но это все равно не значит, что вы обязаны стоять только на ней. Наоборот, лайн-стадия тут гораздо активнее. В идеале это выглядит так, что вы запушиваете линию, отходите убить ближайший малый кэмп, возвращаетесь на линию, снова ее отпушиваете, отходите в другую сторону и ломаете горшки и вазы, из которых также падают души и перманентные бафы. Снова возвращаетесь на линию, попутно харасите оппонентов и ломаете его вышку и так далее. И все эти действия направлены на то, чтобы у вас было как можно больше денег. Потому что игра подразумевает, что каждый персонаж должен со временем становиться сильным, поскольку количество нафармленных тобой душ равняется твоему опыту и уровню. И поэтому никто не будет бухтеть, что вы забрали его фарм или стелите опыт. При этом мне также дедлок в его нынешнем состоянии очень напоминает именно старую доту, в которой еще были живы разные стратегии по типу сплитпуша, фастпуша и так далее. Причем здесь их реализовать гораздо проще, поскольку тут на одного игрока в командах на одну линию больше, чем в доте. За первые часов 50 я увидел гораздо больше уникальных стратегий, когда люди собирались втроем на одной линии и уже на 8-й минуте ломали хайграунд, или когда два персонажа с высоким атак-спидом сплитпушат быстрее, чем половина чужой команды, чем я увидел в доте за последние несколько лет. Чем еще люди недовольны? Часто видел комментарии, что персонажи в игре выглядят отвратительно, без каких-либо дальнейших пояснений. И логичный ответ, что если тебе не нравится графика и дизайн, то это как бы бета, все еще могут поправить. Челы всегда отвечают, что «Ой, да это же Valve, они ничего не сделают и так и будет на релизе».
Ну, во-первых, вы вообще доту в бете помните? Вам не кажется, что с того времени к релизу много чего изменилось? Более того, над этой игрой очевидно работают. И да, понятно, что игра в разработке, но мне все равно кажется забавным, что в Deadlock'е за 2 недели вышло 2 новых героя, когда в доте вышел один за год, и то и недовольные. Доделаны ли эти герои? Нет, конечно же, не доделаны. У Шивы, например, звука перезарядки нет, но очевидно же, что его добавят. Или вот, например, Вискоус. Выглядит ли он плохо? Да, он выглядит плохо. Поменяют ли ему модельку? Конечно, поменяют. У него как минимум в лоре написано, что это тварь, вышедшая из моря. И у него также есть реплики про свой скафандр, так что очевидно, как-то ему модельку поменяют. Хотя нет, знаете, я приведу лучше более конкретный пример, и если пример выше, похож на спекуляции. Вот есть в игре Ямато. В принципе, я уже привык к тому, как она выглядит, хотя у нее есть некая такая заметная фича на голове. И даже если бы она такой осталась, это было бы, конечно, забавно, но я бы не имел ничего против. Но ее модельку точно поменяют. Откуда я знаю? Разработчики игры поделились в Дискорде концепт-артами, как они планируют ее поменять. Почему ее пример важен? Дело в том, что это один из самых старых персонажей беты, и ее дизайн не менялся еще с того времени, как Deadlock был Neon Prime'ом. При том, что если верить сторожилам Дискорда, игра сменила свой стиль и сеттинг с Neon Prime'а на Deadlock только вот буквально месяцев 7-8 назад. Так что еще очень многое в дизайне персонажей и карты может измениться. И это я все вот к чему. Я очень рад, что как только НДА сняли, стала появляться куча видосов с положительными мнениями. К Valve можно относиться по-разному. У них действительно довольно странная политика компании, в том числе в случае с этим бесполезным НДА, который потенциально мог наделать бед еще больше, если бы его не сняли. Потому что вот вроде бы нельзя было распространять информацию об игре, но при этом с утечками Valve никак не боролись. Deadlock — это крайне неоднозначная игра, и поэтому прежде чем смотреть негативный или же даже положительный обзор и сразу выстраивать на его основе свое мнение об игре, попробуйте хотя бы сами в нее поиграть, особенно когда она выйдет. Игра, безусловно, не для всех, и не всем она зайдет, но лично мне она нравится, и играть в нее действительно в первую очередь весело. Поэтому я желаю разработчикам всех благ, и чтобы у них получился действительно хороший продукт. А вам я желаю не вестись на громкие заголовки и думать в первую очередь своей головой, а не чьей-то чужой.